сожалению, да, уже нет радио. И все люди, которые в осознанности, они работают как радио. Почему не все говорят, меня уже нет? А мы идем на север, а мы идем на юг. Всем привет, дорогие мои друзья! Я рад вас приветствовать на своем замечательном канале. Гениально просто! Мой канал будет называться так. И сегодня мы поговорим на тему черти и демон. Существует он или нет? Это мы сегодня рассмотрим. Что касается дьявола, существует он или нет? Да, вся эта энергия существует, но только до 5-го измерения в этом состоянии. Это я возьму пример как 5-е. Возьмем 10-бальную шкалу и по центру. Он существует только до 5-го измерения. Выше 5-го он может касаться тех людей, кто поднимается, но эти люди уже видят его, понимают и чувствуют, что вот эти энергии просто приходят в твою жизнь. То ли они исходят от одного человека, от другого или от третьего. Человек начинает более чувствительно чувствовать. Думать не головой, а сердцем, искренностью и любовью. Чего желаю вам. Что касается дьявола. Дьявол существует только для тех людей, кто легко податлив искушению, соблазну, деньгам, власти. Им он помогает очень-очень сильно. Эти люди также хотят, чтобы он им помогал, так как они используют в жизни не очень нравственные поступки, желания, чтобы добиться своих результатов. Соответственно, они прибегают к низкочастотным энергиям, которых называют дьявол, черти и так далее. Люди сами этого хотят. Они это желают. Чтобы поступить так, надо кого-то убрать, кого-то подвинуть, кому-то на голову сесть. А это низкочастотные поступки. Но за каждый поступок мы будем отвечать сами, индивидуально. Наша задача научиться жить, не причинять никому плохого. Это задача каждой души в согласии. Этого не будет, но этот человек должен прийти индивидуально, так как мы развиваемся индивидуально. Мы не должны использовать в наших разговорах, поступках, желаниях. Мы, вы, они, а мы идем на север, а мы идем на юг. Они не правы, а я прав. Это все низкочастотные энергии. Они приведут к вас только к разочарованию. Только к разочарованию. Это низкочастотные желания. Они не объединяют. Они хотят ваше личное эго. Кого это касается? Я не говорю, что каждого человека, кто смотрит. Это не касается каждого. Но каждый это может у себя найти, если внимательно это посмотрит. Я вас уверяю, каждый человек это может найти у себя. Если он этого не нашел еще, то вы меня точно смотреть не будете. Я вам буду неинтересен. Если вы это смогли уже увидеть у себя, в себе, тогда что-то вы сможете почерпнуть. Так как я работаю словно радио. Эта информация не исходит в большей степени от меня. Я также сам учусь. Иногда, когда я говорю, я тоже учусь. Я думаю, ничего себе, пошла информация. Работаю как радио.
И все люди, которые в осознанности, они работают как радио. Почему не все говорят, меня уже нет? Они понимают, что, к сожалению, да, уже нет. Ты становишься просто проводником этих энергий, в которых нуждаются все люди, как доктор. Потому что очень многие болеют. Что такое болезнь? Болезнь не только физическая. Болезнь психологическая. Но все должно быть в триединстве. Человека надо учить физическому здоровью, психологическому и духовному. Это триединство, это не может быть отделимо. Потому что больное тело – плохие мысли. В мозгах ничего нету. Все дураки, а я красавчик. В душе нет ничего. Да, Бога ничего не существует. А кто тебя создал? Кто тебя создал, человек? Каждый из вас подумайте, как ты получился. Кто тебя создал? Кто создал камень? Кто создал галактику? Кто вообще это все создал? Неужели этого непонятно? Подумайте. Что касается низкочастотных энергий дьявола, он делает the best what he have to do. Он делает наилучшие вещи, что он должен делать. Он был лучшим учеником Творца и выполняет самую тяжелую работу, доверенную ему. Как там в Библии вы не писали? Разные источники. Чей Бог там бы не писал, еврейский, какой-то. Но я все религии уважаю. Они классные, они суперовские. Должны они быть. Я говорю да. Все религии должны быть на этом свете. Все без исключения. Но только от вас зависит, куда вы пойдете. И что вы будете учить. Для начинающих душ религии полезны. Даже полезны, могу сказать. Начинающих душ. Потому что там учат базу. Это как в школе. Учит школа, базу дает. Но потом идет техникум, институты, университеты, бакалавры, магистры и т.д. Так и в духовном. Все одинаково. И в школе можно научиться прийти к осознанности. И сколько душ прекрасных, они в храмах служат. И они выполняют. От них все, конечно, хотят чего-то. Я не понимаю, почему от них все хотят, чтобы он там не ел, не пил и постился. Почему? Почему? Одного уже распяли. Будь то миф или реальность, но других людей распинали 100%. Пусть то не Иисус, пусть то других распяли. За что? Черти распинали. Им не нравилось то, что он говорил. И вернемся к ним. Это мы поговорим в будущем за религии. Но они все прекрасны. Я ни одну религию не осуждаю. И ни одного человека. Ни одного. Вы все прекрасные люди. И замечательные. Что касается низких энергий. Эти энергии часто используются в словах «они», «мы», «вы», «кто». Мы используем это в речитативе. Это слова-паразиты. Когда идет разговор двух людей, они говорят «они сделали так». Кто они? Никогда не понятно. Для созревшего человека эти слова уже некорректны, так как не выражают индивидуальность. Когда я разговариваю, я могу сказать «я». Все. Не существует. Только я. Кто виноват?
вообще никогда ни в чем не виноват, потому что это игра. Не надо искать виноватых людей. Это нелогично и неправильно, потому что каждый проходит свое испытание. Но от вас лично зависит, будете вы переходить за грань девола с 1 по 5. И они выполняют свою работу. Могут ли их видеть люди? Вот в чем вопрос. Да, их могут видеть люди, которые также находятся в низкочастотных измерениях. То есть на Земле здесь тоже измерения. Не поднялся до 5, ты их можешь в жизни даже видеть. Если ты поднялся, ты их уже видеть не будешь. Они не имеют над тобой власти. Да, они могут шкодничать, они много что угодно делать. Потому что человек осознанный, он тоже это не святой. Он также искушается. Он также само подвержен соблазнам. Только это уже более контролируемое. Я не призываю никого никуда, ни к аскетизму, ни к баптизму, ни к каким-то изощренным движениям. Выбор только за вами. Всегда за вами. И низкочастотные люди часто входят в контакт с... Это желают, чтобы поступить так, надо кого-то убрать, кого-то подвинуть, кому-то надо, который человек это смотрит. Это не касается каждого.